Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за нашими встречами по четвергам со Степаном Тимурой в прямом эфире. Степан Геннадьевич, рад вас видеть. Здравствуйте. Я тоже добрый вечер. Ох, у нас сегодня обширная, скажем так, программа. Поговорим мы, конечно, про Трампа и его дела и делишки. Естественно, не обойдем внимание сигнал, который послали пирамиды на Луну, а Луна ответили наоборот. В общем, короче, сейчас три страны жуткие землетрясения. Венесуэлу бомбануло капитально по землетрясениям, а Да. тут еще и японцы тоже, как бы, мама не горюй. Обвалились все гиганты IT, вот эти все Nvidia, Apple, акции летят, рынок съел $1 триллион. В общем, все в каком-то пребывают паническом, шокирующем состоянии. Ну и, конечно, война, которая прет буром. Зеленский вот перед нашим эфиром только что сообщил, что посидел с СБУшниками и определил 40-дневный план, чтобы СБУ его внедрила, и Путин пошел на мир. До этого говорит, что в Крыму спецоперации ждут отмашки какой-то от Г7. В общем, очень все интересно, друзья. Как всегда, оставляйте свои вопросы в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелест. Это если заблаговременно. А если онлайн хотите поговорить, это вот в самом конце. Припасите вопросы и оставляйте в чате трансляции. Кстати, про чат трансляции. Там вот такое голосование. Сгинул ли дух Анкориджа? Простой, казалось бы, вопрос, но варианты интересные. После особенно выхода Рубио говорит, ну так там были предложения, не было соглашений, чего вы хотите, мол. Вот они ручки где, вот они. В общем, варианты. Сгинул или нет? Да, но России об этом не сказали. Нет. Рано еще хоронить дух Анкориджа. Еще и тоннель, и северные потоки купят американцы, и тоннель на Аляску. В общем, еще как бы, как говорится, повоюем. Третий вариант. Его и не было, этого духа Анкориджа. На самом деле, вот как бы нет. И сейчас стратегическая неопределенность, это такой вариант ответа, как бы непонятно. Вот решается судьба этого духа Анкориджа именно сейчас, поэтому все задирают ставки. Он как бы есть или его нет уже, сгинул, не сгинул, короче, непонятно. Вот такие 4 варианта. Давайте с этого начнем, потому что вовсю уже как бы трубят о том, что Трамп переметнулся, причем на сторону Зеленского. Отсюда у него и такие коварные планы. За 40 дней Путина заставить закончить войну. Как вам задача и что думаете насчет духа Анкориджа? Ну, во-первых, вы немножко отстали от жизни. Теперь это не дух Анкориджа, а модальность Анкориджа. Если политически грамотно рассуждать. Во-вторых, что я могу сказать? Ну, российская геополитическая мысль понесла невосполнимую утрату. После продолжительной тяжелой болезни, не приходя в сознание, скончался дух Анкориджа. Помянем. Помянем. Секунды молчания. Бип! Все. Но если... Ну, слушайте, хорошо, что интернет все помнит. Мы с самого начала, помню, когда сидели с вами, разговаривали, говорю, ребят, ну, это подстава. Так лохов разводят на ломаный гроз. Потому что, ну, нужна была Украине передышка. Они передышку получили. Ну, и все, что. Адьос, амигос. Правда, Лавров до сих пор не хочет об этом думать. Ну, придется, может быть, если есть чем думать. Да не, ну что, развели как лохов, как говорит Верховный, надули. Ну, сразу вспоминаются крылатые фразы антибиотика из известного сериала про 90-е в Петербурге. Но не будем ворошить прошлое. Да? Да нет, конечно, ну, что, Украина передышку получила, Запад передышку получил. Наклепали дронов дальнобойных, поставили, пробировали, поставили все эти системы Антропикс. Не Антропикс, а Палантира. ИИ так называемый. Но вот в реальном времени обкатывают. Судя по тому, какие объекты выносятся, ну да, ребята работают очень грамотно. Очень грамотно. То есть тут чувствуется рука мастера, на мой взгляд. Хорошо, если надули, то тогда давайте оценим соотношение сил. Вообще, конечно, в нашей христианской традиции 40 дней, ну, так себе число. Напоминает немножко
ну, сами понимаете, определенные поминки, с которых вы начали. А, действительно ли сейчас Г7 что-то скажет Зеленскому, и тот будет выполнять? И правильно мы все поняли, надо как бы нажать хорошенько этими дронами и всем, чем есть, на Крым, и тогда Путин скажет: ой, все, сдаюсь, и давайте останавливать по линии Ну, боевого соприкосновения. я думаю, что по поводу Крыма он, конечно, этого не скажет, если даже там что-то такое произойдет. Но Зеленский же упомянул еще какое-то секретное оружие, которое должны ему предоставить для выполнения всех этих загадочных миссий. Но на практике, ну, возможно, будет какая-то попытка трупонаступа, скажем, там, в Запорожье, или это действительно будет какая-нибудь высадка на Крым. Они думают, что они сейчас отрежут все пути снабжения крымской группировки. Ну, хватит ли дронов, вопрос, да? Потому что ПВО, в общем, работает хорошо в Крыму, насколько я понимаю. Судя по количеству пролетевших и сбитых. Не так хорошо, как в Москве, но работает. Во-вторых, конечно, ну, нужно принимать учет сил у Зеленского. Смотрите, по его разрешению устраиваются парады, да. Он только намекнул батьке, что, мол, батьке Лукашенко, что, мол, надо бы ретрансляторы тут выключить, иначе я выключу. Вчера батька выключает. То есть, серьезно, человек оказался такой конкретный перец. Не, на самом деле, ну, идет массовая накачка истерии внутри России. Идет попытка каким-то боком втянуть сюда Беларусь, устроить такую же накачку истерии, дезинформации, вызвать недовольство в Беларуси, расшатать ситуацию. Ну, если судить по тому, какие объекты сейчас выносятся в России, то помимо, я имею в виду, нефтепереработки, ну, это вообще серьезно, конечно, на самом деле. По количеству ударов оно за полгода, если не ошибаюсь, уже больше, чем за весь 25 год. Да, просто сколько есть дронов, да, Мгм. сколько, много их осталось, немного, с какой скоростью они их производят, это покрыто тайной. Второй вопрос, когда кремлевские в себя придут, да, и просто тупо вынесут всю логистику на Западной Украине с Европой. Там, понимаете, закрыть все порты в Одессе, Николаеве, на Дунае, скажем так, все фарватеры с затонувшими судами – это вопрос нескольких дней. На этом топливная логистика, логистика вооружения всего прекратится. Вопрос в том, будут ли делать это кремлевские. Это первый вопрос. И второе – это, конечно, что будет с ценами на топливо? В Штатах и в Европе, потому что все эти сказочки этих дурачков по поводу того, что там что-то открыто. Есть замечательные сайты, которые мониторят морской трафик, морское движение, в том числе по проливу. Каждый может зайти и посмотреть, сколько каких танкеров куда проходит, какое количество нефти вывозится. Вчера пиндосы заявили, там за сутки прошло 70 судов и вывезли 20 миллионов баррелей нефти. Ну, открываем сайт, смотрим. Ну, вот, да, действительно, прошло несколько танкеров. Все они шли в Китай, иранские танкеры. Поэтому пока что не добились того, что в России рассматривают запрет на экспорт дизеля. Россия ответственна где-то за, по-моему, 11% мирового экспорта дизеля. Ну, это существенно. Это существенно, при том, что у пиндосов стратегических запасов именно тяжелой нефти, которую они используют для производства дизеля, осталось на 2 недели, кроме шуток. Да? И тут еще уйдет 11%. Они надеются на то, что типа нам придется выбирать между авиационным керосином для наших доблестных ВВС или дизелем. Ну, мы производим, насколько я понимаю, 2 раза больше дизеля, чем потребляем. Поэтому, в принципе, часть мощностей можно переориентировать и на производство авиационного керосина. А вот у тех же американцев, европейцев будут большие проблемы. Потому что тяжелой нефти у них на 2 недели по текущему уровню расходования запасов в стратегическом резерве. Кушинг уже пустой.
Да, они могут использовать легкую нефть, но там совершенно будет другая глубина переработки. Это первое. И второе, придется перенастраивать технологические процессы. Это занимает время. А то количество тяжелой нефти, которое сейчас есть на танкерах, ну, его просто недостаточно, чтобы покрыть все потребности и американцев, и мира в этой нефти. Поэтому американцам тоже придется выбирать. Вот им точно придется выбирать либо дизель, либо авиационный керосин для своих доблестных вооруженных сил. Поэтому вот мы подходим к этому интересному моменту в июле, да. Ну, как говорят, кроваво-путинский режим протянет месяц-два, да. Вот они. Ну, И смотрите, потом, я тут еще думаю, вы, когда говорите про «они», да, тут же вот Макрон хвастается видео, показывает этот видосик, как доблестные десантники десантируются на ну, конечно, танкер. слушайте, еще раз идет накачка, ну, гибридная война вызывает недовольство населения. Но тут тоже, на самом деле, недовольство населения вопрос, кто вызывает больше. Западные партнеры или, скажем так, действия кремлевской администрации внутри страны. Вопрос такой открытый лично для меня. Но, тем не менее, да, они это всячески показывают, что, ребята, мы вас давим на всех фронтах. И даже Трамп теперь в нашем лагере. И сам Трамп сказал, что, типа, да, надо давить на Россию. Но Трампу тоже нужно ведь что-то предъявлять. Он же, если вы посмотрите на все его достижения, там сплошные победы с отрицательным знаком. Что экономика, что тарифы, что война в Иране. А он себе может записать в актив кражу президента Венесуэлы. Мгм. Типа Венесуэла теперь его, там столько нефти. Ну да, только нефти там много, только что-то добыча не растет особо сильно. И никто не хочет там работать, даже Шеврон не хочет расширять добычу. Дорого слишком и опасно. Поэтому ему надо что-то предъявить. Помните, там 24 часа, потом 2 месяца, потом 6 месяцев. Не столько даже предъявить избирателю, сколько у него иго, там остатки, оно уже вообще все бурлит. Он себя, конечно, подбадривает каждое утро твитами, что он там опять кого-то победил, но что-то не идет. Вот, поэтому посмотрим, посмотрим. Интересное время сейчас будет. Ну, это поэтому, да, все сейчас летит, фондовый рынок. Да не, но он летит, потому что уже давно пора ему лететь. Ликвидность уходит. Проблемы начинаются на рынке облигаций, потому что страны, скажем так, импортеры нефти, они вынуждены продавать, как, например, Турция. Сначала они практически избавились от всех своих трежерис, а теперь они избавляются от золота, потому что нефть стала очень дорогой. И конца края этому не видно. М, Так, а меморандум жив с Ираном или нет? Тут такая Интересный интересная... вопрос. Тут... Интересный вопрос, потому что, во-первых, еврейцы открыто посылают всех на 3 буквы. Да, никакого вывода из Ливана они не планируют. А второе, американцы попытались, ну, им отчасти удалось сыграть на чувствах гордости Омана. Оман решил выпендриться и сказать, что вы тоже здесь можете ходить вдоль нашего побережья. Ну, иранцы сегодня обстреляли одно судно, 4 танкера в страхе развернулись. Когда оно пошло вдоль побережья Омана, а не по коридору, который указал Ксир. Ну, обстреляли одно судно, все сразу пришли в себя. А судоходство опять установлено практически для всех, кроме иранских танкеров, легкогрузов. И Трамп начинает уже, ну, скажем так, то, что он несет, это да, ну, что с него взять? Как там, как кроме анализа и то с глистами. Но, тем не менее, начинаются уже серьезные вопли о том, что вот тут, как сказал Венс, мудрейший зятек придумал, что деньги Ирану мы не вернем, но мы их вернем сельхозпродукции наших фермеров. Поскольку в Иране страшный голод, население пухнет с голода. И нашим фермерам хорошо, и иранцев мы поддержим.
Ну, сегодня Галибар сказал: чувак, это надо просто прочитать. Ты вообще что-то попутал. Это Ну, немножко не то, о давайте, чем мы договаривались. давайте И тогда, ты... с вашего позволения, я как бы это прочитаю, потому что это феерический на самом деле ответ. А, Послушайте, я, извините, вас перебью. Просто вот э, уровень вообще когнитивного функционала американской администрации и всех этих манагеров, политиканов, он просто показывается одним простым фактом. Где Трамп подписывал капитуляцию? Меморандум этот, по тексту это капитуляция Америки. В Версале. мгм. Кто там еще капитуляцию, не напомните, подписывал? Кто-то из немецких кайзеров каких-то. А, Когда там у них с французами что-то не срослось в очередной раз. Галибаф. Понимаете, вот это Галибаф. вот просто, ну, Америка ложно утверждает, что наши размороженные активы будут покупать их сельское хозяйство. Интересно. Точка. Единственный урожай, который мы собираем, это то, что вы посеяли десятилетия недоверия. Он органический, обильный и домашнего производства. Но, по-видимому, США экспортируют только ГМО, сою, невыполненное обещание и пустую болтовню. Ну, макнул. ну, имеет право, слушайте, они американцев раком поставили. Ну, просто я, честно говоря, думаю, что если, я не знаю, начнется ли что-либо до выборов, но думаю, после выборов Трамп либо, скажем так, республиканцы удержат большинство, либо в одной из палат, да, потому что если вы посмотрите, то на самом деле количество мест, которые будут подвержены, округов, в которых будут выборы, не такое же большое. Поэтому, в принципе, если вдруг цены на бензин опустятся, экономика развернется, это, конечно, маловероятно, то республиканцы, ну так, у них есть шанс удержать одну из палат. А если они не удерживают, то Трампу уже будет все пофигу. Ему все равно будет импичмент объявлять. Он может, неоконы могут его додавить, и могут начаться снова действия против Ирана, потому что, ну, такую позорную капитуляцию с такими последствиями, особенно для еврейцев, подписать, но это надо быть очень испуганным. Но он и был испуганным уже. Экзеки нефтяные объяснили, что, чувак, у нас такая проблема с нефтью, да? Так что ты в себя приди. Ну, иранцев тоже у них, на самом деле, козырей очень много еще осталось, потому что они предупредили американцев, что если вы тут еще будете дальше рыпаться, то первое, что мы сделаем, мы объявим о выходе из договора о нераспространении и сделаем испытание ядерного изделия. Ну, и посмотрим потом на вас. На Трампа, в частности. Поэтому сейчас будет очень весело. Но то, что все делают ошибки в таком огромном количестве, ну, естественно, процесс деградации элиты. Ничего не делаешь. Ну, так может, Рубио, который, Свои ну, слова возьмет назад, скажет: ну ну, я да, пошутил. про Может, Анкоридж. может. А вообще тут возникает вопрос, а он вообще был на Анкоридже? Нет, нет, нет. А я вообще не понимаю, чем занимается Рубио. Кроме как, притворяя в жизнь свою идею свержения, вернее, ублажая свой электорат свержением диктатуры в Кубе, как он говорит, кровавой. Я вообще не понимаю, чем занимается министр иностранных дел. Всю международную повестку отдали Зитько и Шнырьку. Сейчас туда кинули Венса. Венс, между прочим, клялся и божился, что он лично будет следить за тем, чтобы Иран ушел из Ливана. Ой, не Иран, прошу прощения, Израиль. Израиль, да. Да, Reuters вчера сообщила, что да, вот там вывод войск. Сегодня и еврейское, и ливанское правительство сказали: никакого вывода войск нет вообще. Вы о чем? То есть, Степан Геннадьевич, тут такой такая вот Нетаньяхо, администрация. Нетаньяхо так раздухарился, говорит, что это вообще он воевал с Ираном, а Да, да, Трамп да, просто мимо проходил, решил давай да, тоже, да, тоже да. влезть. Но он еще Да. такую вещь сказал очень интересную. Это, кстати, любопытно. Готовится какой-то манхэттенский вариант ПВО,
Ну, какой-то проект манхэттенский. Не знаю, почему манхэттенский. Может, вы объясните? Ну, это по аналогии с атомным проектом американцев, когда они делали бомбу. Что значит вот эта история с дронами просто уйдет, ну, как бы с лица истории просто ее сотрут, понимаете? Да, То есть да, щит будет такой, что мама не горюй. да. Дальше американцы какую-то историю Золотой купол. Золотой купол. с Да. микроволновыми какими-то тоже вариантами ПВО разрабатывают. Короче, находится потихоньку, ну, по крайней мере, разрабатывается, и, судя по всему, раз об этом сказали, значит, уже что-то такое есть, Да. что, собственно, может, ну, просто Ну, убрать какой вот эту странный угрозу. вывод делали, рассказали, значит, что такое есть. Ну, Натаньяху, он же мастер хуцпы. Поэтому это может быть просто хуцпой. Может быть, против медленно летящих дронов, сделанных из легких материалов, лазеры таки работают в чистую погоду, когда ясная погода. И то на не особо большом расстоянии. Но против этого есть очень дешевый способ, да, вы красите дрон краской с угольчатыми отражателями, и все. И лазерный луч просто рассеивается. То же самое с инфракрасным излучением. То есть вы думаете, это Ой, про... там электромагнитное будет у них излучение такое. Вы Будут думаете, вводить из это о строя лазерах электронику. все-таки, да? Пока что не использовали лазеры. Якобы там, насколько я понимаю, Петька Стакан поехал на презентацию электромагнитного оружия тоже, да, вместе с лазерным. Ну, смотрим. Нет, просто Нет, еще если... раз, это все, ну, оно старо как мир, да. Весь вопрос был и есть в том, в источниках энергии. Понимаете, но вот все это оружие ограничено источниками энергии, расстоянием и, скажем так, погодой. Влажностью, облачностью и тому подобное. Поэтому, ну, во-первых, на это нужно время. Во-вторых, на это нужно очень много энергетики. Поэтому, ну, против дронов может быть, но пара прилетов еще раз иранских ракет в электростанции израильские, они все это обнулят, например. Смысл этим заниматься? Против дронов Хизбаллы, что ли? Ну, хуцпа, короче, это все. Ну, понимаете, там сейчас идет соревнование, кто такой самый главный защитник еврейского народа. Да, потому что, по-моему, по опросам 62% еврейцев считают, что Иран выиграл, но в то же время 80% поддерживают геноцид. То есть всех нужно обнулить, и они считают, что Натаньяху вообще предал еврейский народ, поскольку он сейчас на побегушках у Трампа и тому подобное. Поэтому его главный оппонент, кто там, Нафталин Беннет, бегает и говорит, что вот если бы я бы иранцев вообще вот это бы порвал бы. Как все время этот... прошу прощения, нельзя ругаться. Навальный кричал на митинге, что перегрызет глотку Путина, так и этот. Поэтому, разумеется, чтобы от него не отстать, Натаньяху тоже начинает там хуцпу нести. Не стоит обращать на них внимания. Ну, я просто к чему? К тому, что уже, похоже, есть и какой-то элемент противодействия. Путин дал поручение всем, ну, усилить ПВО, нивелировать удары по Но это России и по Крыму. невозможно. Ну, слушайте, ну, можно перегрузить любую систему ПВО. Для ПВО нужно, чтобы, вот, грубо говоря, каждый важный объект критической инфраструктуры, как выражаются э, умные мужи, был более-менее защищен от осколков беспилотников, потому что сам беспилотник вреда не наносит. Падают всегда осколки почему-то у нас. И они приводят ко всем этим последствиям. Нужно очень большое количество комплексов ПВО. Значит, этим комплексом ПВО нужны операторы. Либо, если использовать беспилотники ПВОшные, нужны операторы. Первое. Второе, нужно их произвести в большом количестве. Чтобы была вот такая, скажем, адекватная мощная защита, как в Москве или у резиденции Путина на Валдае. Ну, в короткие сроки, там, месяц, два, три, год, я не думаю, что это возможно сделать. Поэтому кремлевские просто тупо проигрывают из-за того, что, ну, как вам сказать, когнитивные способности не очень, да, с этим духом Анкориджа бегать целый год и, в общем-то, сливать
украинский кейс, по большому счету, на поле боя. И, во-вторых, это же война практически на выживание, да? Соответственно, Запад пока что полностью контролирует эскалацию. Или так называемую лестницу эскалации. А кто контролирует эту лестницу, тот и побеждает. Поэтому им нужно перехватывать хотя бы в Украине, да, эту лестницу эскалации. Там просто обнулять Западную Украину, всю логистику, все порты, например, энергетику. Ну, Что они могли сделать год назад. сейчас вот мы говорим, две цели зафиксированы курсом на Киев, звучат в Киеве взрывы, это вот прям в эти минуты. Угроза баллистики была объявлена, это просто вот такая ремарка, что это сейчас... Смысл, обесточите вы Киев, смысл. Вот я не тратить вооружение на Киев, когда нужно это вооружение использовать в других местах. Я же не военный, слушайте, не политик там. Там не дураки сидят, как в том анекдоте, да. Издеваются, конечно, ну, со стороны Украины над Путиным, говорит Подоляк, у него болезнь Альцгеймера, просыпается каждое утро, на листке бумаги написано: «Я веду войну очень эффективно, я начал войну там 3 дня назад». Ну, короче, выделываются. Это он с Трампом путает. Ну, Подоляк, что с него возьмешь? Но тут какую-то историю шибко интересную развернули. Некий нарисовали какого-то блогера, который там несколько часов назад сказал, что потребовал выступления в прямом эфире, визита в Кремль, и если не дадут выступить в прямом эфире, армия развернет оружие против Кремля. В армии России массово пытают военных, наказывают за отказ выполнять приказы и обнуляют, оформляя как пропавшие без вести. Ну, там миллионы просмотров набрал ролик за буквально пару часов. Тут, грубо говоря, украинские проблемы делают российскими. Ну, понятно, ципсы. Ну, то есть он весь такой в орденах, медалях, говорит, со мной встречались там представители Минобороны, передали обращение к Путину. Короче, такая вот история, видимо... Слушайте, ведь была же совсем недавно годовщина этого самого так называемого марша на Москву. Военного путча, да. Может быть, под это делают. Ну и получается, что, вот смотрите, да, тут негодует тыл, не может заправиться бензином, негодуют военные. Бензином заправиться можно. Ну, как? Ну, дизель там, например, сейчас Роснефть в Москве отпускает 70 литров максимум. Ну, заливайте 70 литров, потом пробивайте второй чек до полного бака. В чем проблема? Очереди небольшие пока что. Тяжело, конечно, но не так, чтобы вот понимать. Но еще раз, если вы посмотрите вот на все происходящее, то это в чистом виде вот информационная война. А Кремль, что в информационные войны, что в мягкую силу играть вообще не умеет. Слово совсем. Мы ожидаем нечто подобного в ответ с российской стороны, потому что ответов пока таких Информационной нет. войны нет. Нет. Но они не умеют, они только бюджеты осваивают. Ну, вспомните первую русскую весну, вторую русскую весну. Сколько бабок было потрачено, какой был пшик. Возьмите того же Медведчука. Сколько бабла было у него потрачено? Десятки миллиардов долларов. Выхлоп ноль. Выхлоп ноль. Со всеми вытекающими последствиями. То же самое там в 2014-2015 годах. Русская весна, так называемая. Поэтому бесполезно это рассчитывать. Здесь можно только рассчитывать на превосходство в оружии, в его количестве и вооружении, и личного состава. Все. То есть, все должно решаться на поле боя. И все решится, опять же, как я говорил, капитуляция одной из сторон. Это то же самое, что я говорил и про иранский конфликт. Ну, пока что все формально разрешилось капитуляция США и Израиля. Но, опять же, это все ни о чем. Какие-то непонятные соглашения о намерениях. Ну. Ну, в Украине нет и подобных соглашений о намерениях. Ну, до них еще далеко, потому что Европа, я думаю, и США сейчас
свято уверены, что они таки нашли слабую точку. И что именно это приведет, вынудит в худшем случае Путина пойти на прекращение огня по линии соприкосновения. Ну, а в лучшем для них случае здесь будет цветная эволюция. Ой, как говорил этот самый Иван Грозный своим боярам, я вас насквозь вижу. Ну, если Запад все примитивен всех вообще. видят насквозь, то подождите, на чем тогда, на что тогда расчет? Нет, что значит все всех видят насквозь? Я не говорил про всех. Я вам просто говорю, как Запад сейчас думает. Но у них есть основания так считать на самом деле. Потому что они действительно выносят и эффективно выносят э, серьезную инфраструктуру. И причем это видно, как, что это работают явно не украинцы, это работает Запад. Они четко оценивают ущерб, нанесенный объекту. Если нужно, они его добивают второй, третий, четвертый раз. Это вам не, скажем так, работа товарища, кто же у нас на штабе-то, все называю. Ну, вернее, я Герасимов, да. Запустили ракету, цель поражена. Все, больше не возвращаемся. М, Россия не бьет по Украине системно. Говорят, накапливают дроны. Видимо, для какого-то решительного удара. Или нет? Я не знаю, слушайте, там, еще раз, здравый смысл давно покинул пределы Садового кольца, на мой взгляд. Что они там делают? Не знаю. У них своя логика, как говорилось Кинзадзе, а правительство на другой планете живет, родимый. Просто складывается впечатление, что для Украины как бы боли нет. Почему? Ну как, еще раз, потому что не ведется информационная война. Да, вот если вы посмотрите элементарно, второй раз говорю, есть замечательный каналчик Телеграма «Хроника Герани», один из, да, где каждый день выдаются все пораженные цели на территории Украины. Если есть объективный контроль, то цель выдается. То есть поражение. Ну, я не знаю, там, украинцы, наверное, туда на этот каналчик лучше не заходить. Потому что то чувство э, великой перемоги сразу превратится в потужную зраду. Другое дело, что выносятся, в принципе, цели. Ну, выносятся топливные, ну, там уже выносить нечего, я имею в виду, заводов. Не осталось крупных, одни самовары. Сейчас, например, выносятся топливные инфраструктуры, именно логистика топливная. Да выносятся локомотивы в огромных количествах очень давно. Выносятся заводы. Выносятся объекты энергетики. Просто, ну, ведется такая вот, грубо говоря, повседневная работа. Там поражаются десятки целей в день. Дыма там, я вам скажу, дорогие украинцы, значительно больше, чем от московского НПЗ. Ну, просто это вот как-то не доносится до публики. Ну и там больше Но, опять же, выносится, 150, понимаете, выносится вот, ну, 150 заправок, тепловозная техника. Это вот то, что мы видим только за это все последние. будет, это все рано или поздно, знаете, количество переходит в качество, и просто логистика ВСУ исчезнет. Ее не станет. С другой стороны, те же проблемы можно решить очень быстро, эффективно, я говорю, вынеся там 3 подстанции на 750 киловольт. Придется глушить реакторы. Мы уже проверили. Украинские атомщики обладают компетенциями. Оборудование не настолько изношено, все работает. Да? Они могут их спокойно заглушить. Без каких-либо последствий. Вот. А дальше что? Есть пара туннелей, железнодорожный и автомобильный. Есть два энергомоста с Европой. Есть мостики, всякие портики на Дунае с Румынией. Ну, есть, разумеется, порты в Одессе и в Николаеве. Вот вам перечень 10, десяток объектов, которые можно спокойно перенаправить усилия на них, и через 40 дней уже Запад закончит войну. Капитулирует.
Европейский переговорщик. Это кто? Сегодня Мерц выходит, говорит, надо с Россией договариваться, надо вот это вот все. Там. Ну, как же послы приезжали в МИД, ультиматум передавали. Они собираются договариваться только об одном, о прекращении огня по линии соприкосновения и, грубо говоря, о плане Дмитриева, протворении плана Дмитриева-Виткофа. Вот о чем они собираются договариваться. А это равносильно меморандуму о понимании для американцев. Это капитуляция. И об этом они готовы договариваться, да. А что для, ну, вот глобально, для мира лучше будет? Капитуляция, ну, условно, Украины или капитуляция России? Я думаю, что на самом деле капитуляция Украины, в каком смысле? Много раз говорил, что если Украина не будет представлять угрозы для России, значит, она не будет представлять никакого интереса для Европы, как ЧВК боеспособная. И они просто забудут. Все. Ну, она все, она кому она нужна? Ну как, России она не нужна, долгов, нахрен она подождите, сдалась. долгов много, как забудут про долги, что А ли, слушайте, забудут? это уже проблема Ротшильдов. Да, это проблема украинцев и Ротшильдов. Не надо вот. Разбирайтесь сами, дорогие украинцы. Вам говорил еще в самом начале, 4 года назад, чем все это закончится, что с вами сделают. Что у вас ничего не будет, кроме долгов. И всех Оксан заберут за долги тоже. Поэтому это не наша проблема. Готовьте ледорубы для Зеленского и команды. Что я могу сказать? М, Так, значит, ну да, этот как бы опять форсят украинские каналы вот этого Лунина, блогера воронежского, который записал обращение, да, хочет в эфир и с Путиным поговорить. Ну, в общем, Пригожин 2.0. Ну и продолжаются взрывы на территории Киева. Вот прямо сейчас еще одна была серия взрывов. Посмотрим, что это, к чему это. Ну, сейчас вроде как тихо, ПВО отработало. Говорят, что могут быть повторные пуски. Медведев тут говорит, что у Зеленского гарантии безопасности, вот этот иммунитет из-за того, что легитимности нет, как бы исчерпался и намекает, что нужно какое-то правовое основание найти. Своим юристам дал задание, ну, российским имеется в виду юристам на форуме юридическом, что как бы вот удары по европейским заводам, чтобы они обосновали, приводил там резолюции Благо, список Генассамблеи. адресов уже есть, да. Да, Обнародован, список да. адресов уже есть. А, Ну и все помнят Караганова, да, который давал недавнее интервью о том, что он, конечно, этого не хочет, но надо жахнуть, как говорится, по Европе. К этому все идет. И вот Ну, я думаю, знаете, вот на самом деле Караганов, я с ним абсолютно согласен, да, я был бы еще более радикален по одной простой причине, что кремлевские умудрились, так, какое бы слово подобрать глагол, А, избавиться от угрозы применения ядерного оружия. По большому счету, сейчас ядерный щит Родины, он висит бесполезным и очень дорогим грузом на экономике. Почему? Потому что это очень дорогое удовольствие поддержания всего этого, разработка, обслуживание регулярное и тому подобное. Это целая огромная индустрия, очень дорогая для бюджета. Потому что понятно Западу на данный момент, что никто никогда его не применит, я имею в виду российское ядерное оружие. Ну, значит, можно делать, в принципе, все, что угодно. Можно эскалировать, можно поставлять... Ну, томагавки они, конечно, не поставят, их просто у них нет больше. А так бы могли поставить сейчас, например. Сейчас британцы там испытывают новые дальнобойные ракеты, готовые к производству. Сейчас их будут поставлять. Все равно, еще раз повторюсь, для Запада никаких последствий от того, что они делают, нет. Значит, нужно сделать что-то, что убедит Запад в ошибочности своей концепции. Что да, ядерный щит существует, Россия действительно ядерная держава, и она может в состоянии это использовать. Благо, доктрина уже изменена, ядерная доктрина России изменена. Вот в чем проблема. Поэтому Караганов здесь абсолютно прав.
Просто что-то он как-то поздновато спохватился с этим делом. Да нет, он давно об этом говорит, на Да, я самом деле. просто... Давно и Я просто... Я последовательно. когда... Я как-то на него нарвался, у меня сразу возникли два вопроса. Во-первых, если он такой весь из себя умный и проникновенный, и вообще умудренный годами, то что же он писал товарищу в Советском Союзе, да? Он же тоже там был большим человеком. А где совок, да, вопрос. И второй вопрос, ну, Валдайский клуб, это соросятник. А он там большой начальник у них, насколько я понимаю. Поэтому я никогда его, скажем так, вообще даже не читал. А тут бац, батюшки. Какой-то луч здравого смысла во всей этой темноте, в этой темной пещере. Нет, здесь он абсолютно прав, на мой взгляд. Потому что утерян самое главное, для чего существует ядерное оружие. Угроза его применения. Ну, по этому поводу, на самом деле, еще Бжезинский говорил. Году так, по-моему, в 2000-2001 на какой-то конференции, когда там кто-то особо борзый его спросил, а Америка не боится того, что Россия вот применит ядерное оружие? А что он спокойно сказал, нет. Вам бы для начала разобраться, чья у вас элита, ваша или наша. Вообще, конечно, Украина и украинцы, они для вот этого Запада объединенного, они же составляют все равно проблему на перспективу. Какую? Ну вот смотрите, сейчас там первый пошел, Дания объявила правительство, что будут ограничено, короче, не будут защищать уже призывного возраста, ну вот эту европейскую защиту давать, выдавать, я так понимаю, новые свои, да, скажем так, документы на пребывание. Это прям очень серьезный шаг. А во-вторых, ну, появляются же всякие там воячки от Украины. И вот они говорят, после войны не советуем партнерам предъявлять претензии к Украине, а то ребята ж вернутся с войны психическими расстройствами. Если венгер скажет что-нибудь, что к нему придет не посол, а прилетит украинский венгр, ну, этот мадьяр имеется в виду, да, ну, то есть беспилотник прилетит, это плохо кончится. Наши союзники хотят увидеть вместо наших зарабичан солдат наших. Ну, то есть Зеленский вообще эту моду начал, да, он когда Орбану угрожал, там, я скину адресок. Короче... Не, ну это Зеленский, слушайте, ну еще раз. э, Какие проблемы для Запада? У Запада только одна проблема. Котлы заканчиваются. Вот это проблема у Запада. Так они как бы заканчиваются, они как не закончатся, гребут всех подряд, и в хвост и в гриву, и гонят на Ну, войну. И ну сегодня да, я Сырский говорю, говорит, нужны ну, новые они же бригады. конечны, да. А сейчас, если я не ошибаюсь, убыль на фронте где-то 30-35 тысяч в месяц. Их нужно где-то ловить, чтобы восполнить вот эту убыль. Я имею в виду разницу между санитарными потерями и тех, кого загребают. Ну, невозможно же, вот, нельзя больше грести, да. Ну, это физически невозможно. Потом, еще раз, если вы, есть простое правило, что если вы мобилизуете более, по-моему, 25%, ну, это можно проверить, порядок цифр, более 25% мобрезерва, то у вас экономика накрывается медным тазом. Потому что работать некому. Ну, вот, судя по тому, что происходит на Украине, вот экономика уже все. Соответственно, эта точка пройдена. И с таким расходом, скажем так, мяса на фронте, ну, быстро очень закончится. Поэтому Запад и западные страны и возбудились по этому поводу. Э, Нехорошо, ребята, идите воюйте. Не-не-не. Вам нужно до последнего хохла, но главное нанести максимальный урон этим кровавым русским. Все банально. Никакой проблемы для Запада они не представляют. А в чем, Представлять не будут. подождите, а в чем стратегия тогда Запада? Нанесение максимального поражения урона России, желательно со сменой режима на более, скажем так, лояльный к Западу и менее лояльный к Китаю. Потому что то, что они сделали, они практически уничтожили плоды 60-летней очень мудрой внешней политики товарища Рокфеллера, ну, вернее, Киссинджера и Никсона. Что, еще раз, с Китаем, у Америки с Китаем и с Россией должны быть
хорошие отношения, но всегда они должны быть лучше, чем между Россией и Китаем. Ну, Китай Ну, на это войну не явился. как не явился. Ну, он и в войну с Украиной явился, и на войну Ирана с Америкой явился. Очень даже. Не обязательно посылать войска, как северокорейские друзья. Но северокорейцам тоже нужно было посылать войска, потому что у них там свои мутки скоро будут с Южной Кореей. Им нужно было пройти практику, особенно офицерскому составу, ведения современной войны. Не вот этой вот вчерашнего дня, а как где у вас беспилотники, ракеты, скажем так, имеют решающее значение на поле боя. Иран, почему Китай очень даже хорошо явился. Откуда у нас вся электроника, откуда у нас вообще все? Все оттуда же. Ну, смотрите, это получается, что тогда надо спрашивать Китай, хочет ли он заканчивать эту войну. Не хочет. Потому что пока идет война с Украиной, не идет война с Китаем. Это все. Чем дольше у них мирное время, тем сильнее они становятся. Поэтому Китаю все очень выгодно. Все, что происходит в Европе, все, что происходит на Ближнем Востоке. Ближний Восток теперь просто под него лег. Там на него шестерит Пакистан, О Ближнем который вдруг Востоке, стал... Степан Геннадьевич, приходит у нас очень интересный документ. С вашего позволения приведу несколько пунктов. США и страны Персидского залива опубликовали совместное заявление по итогу встречи Совета сотрудничества арабских государств. В Манаме сегодня состоялся этот симпозиум. Короче, главное. Министры подчеркнули необходимость сохранять единство в переговорах по Ирану для того, чтобы общую цель достигнуть, не допустить разработки или получения Ираном ядерного оружия. Подчеркнули, что долгосрочный мир требует решения и других вопросов, включая иранские программы баллистики. Значит, отвергли любые пошлины, сборы и попытки установить контроль над проливом. Любые торговые и инвестиционные отношения с Ираном являются условными и могут быть отменены. Ну, понятно, борьба с терроризмом, всякая такая история. Призвали к полному разоружению всех прокси-группировок в Ливане, восстановлению монополии ливанского государства. И вот тут интересно, да, вот не только же Ливан обсуждали вот это сборище Персидский залив и США министров, да, они говорили, что поддержку комплексного плана Трампа по прекращению конфликта в Газе они осуществляют и положительно оценили заявление Трампа о том, что США против аннексии Западного берега. Ну и подтвердили, что никто не будет принужден покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, могут спокойно потом вернуться обратно. Интересное заявление. Израиль в курсе, интересно, по этому поводу? Ну, все, ребята решили, я так чувствую, выйти из МОЮ. До них начало постепенно доходить, как их нагнули. Ну, good luck, ребятки, good luck. Просто я понимаю, да, они там пообещали, подтвердили свои инвестиции в 10 триллионов долларов в Америку, в американскую экономику. Не заикнулись. Странно. Очень странно. Ну, на самом деле, там как-то все по-иному, мое видение происходящего. Потому что на выходных была встреча министров иностранных дел в Каире Пакистана, Египта, Турции и Саудовской Аравии. Ну, это создание НАТО местного. Угу. Потом, ну, разумеется, туда включат Иран. Далее Катар мудро предложил Соединенным Штатам в течение 9 месяцев, ну, покинуть территорию США. Там находятся остатки важнейшей базы США. Саудовская Аравия тоже так вот очень мило намекнул США, что неплохо бы им покинуть страну. Поэтому, да, это мощное заявление, да. Да. Но как-то они не соответствуют духу Версаля.
Скажем так, прям противоречит. Ну, Поскольку там черным по белому прописано, что еврейцы должны убраться из Ливана. Иран контролирует Ормуз. Че, ну, черным по белому. Ну, я думаю, что Иран на это посмотрит. Поскольку еврейцы не угомонятся, в определенный момент он скажет: слушайте, ну все, они не выполняют. Вы не смогли их заставить выполнять договоренность. Ну, теперь мы будем заставлять. Больно и жестко и без маски. Как мы это уже сделали один раз. Сейчас сделаем второй раз, последний. Все. Пиндос сделать не смог. Да слово совсем. да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Но перед этим я все-таки поинтересуюсь у вас. Потому что, понимаете, вот, чтобы понимать динамику, вот были заявления Айталы, да, молодого, что я против был договоренности, но вот меня убедили. На самом деле, там Китай очень сильно на него надавил. В том смысле, что брателло, мы тебя понимаем, мы вот горой за тебя, мы бы тоже всех бы сравняли бы. Но, понимаешь, нужно вот как-то вот сохранять доброе лицо, что вот вы миротворцы, вы за мир, дать пиндосам обосраться с ног до головы. Когда они это сделают, вы уже можете с спокойной и чистой совестью при полной нашей поддержке просто там все переформатировать. Да и все. Ну, вот так оно и произошло. Иран Поинтересоваться хочу. миротворец, они готовы. Американцы обосрались. А, Пора. Скажите, а что такое? Только всякие блогеры рассказывают, а ничего до путя как бы там не рассказали о Луне и пирамидах. 33 Герца сигнал отправили, получили обратно. Что-то происходит, а Черт, я даже вот от вас первый раз слышу, сейчас надо будет посмотреть, может быть серьезная заморочка. ак- 33 Гц это низкая частота. Интересно. активировались пирамиды, причем на всех континентах, не только египетские, да? Ну, А как это зафиксировали? зафиксировали, что Наблюдение? сигнал был из Луны на этой пирамиде, и вот обратно тоже. Ну, как бы Вполне сообщили, ну, возможно. ну все Вполне сделали возможно. покерфейс, понимаете, а ведь это какой-то Надо предвестник будет чего-то. посмотреть. Вполне возможно. Видимо, все-таки ядерка будет. Да не, я думаю, судя по тому, как начала возрастать геологическая активность, можно без ядерки будет обойтись. Ну, все Нефига природу травить. Даже все, пусть все на 3 месяца. по обложке журнала Economist на самом деле, Ой, да, совсем. происходит. Да, да, конечно. Как говорится, Шура, я вас умоляю, не делайте мне такие нервы. Подведем итоги нашего вопроса сегодняшнего. Итак, сгинул ли дух Анкориджа? 6% нет, его рано хоронить. 14% стратегическая неопределенность сейчас. Может да, может нет, непонятно. 28% да, но в России об этом не сказали. 52% считают, что и не было никакого духа Анкориджа. Но тогда возникает вопрос, ну, послушайте, если так, то Россию реально выставили дураками. В который раз? В который раз? Как сказал Верховный, надули. Так, значит, да, обломки ракеты упали в Дарницком районе, на открытой территории, сказал Кличко. Выезжают экстренные службы. А, Повреждено 2 гаража, да. Ну, нет, тут нашлось ПВО, все там снимают, что небо, что вот ПВО сбивает ракеты. Есть такие ПВО в Киеве, все в порядке. Поэтому видите, как говорят, что ничего нет, ничего нет. Да, оно А, есть. оно есть. Опять напоминают время подлета, что там 3 минуты 30 секунд до Киева из Курской области. При запуске циркона из Крыма за 5 минут, почти 6, может долететь. В общем, такие странные удары, да, немногочисленные, может быть, как бы прицеливаются, может, что истощают. Посмотрим, будет ли этот массированный удар, которого не было так давно, все очень точечно работают. Некоторые пишут, что вообще как бы целей не осталось, таких разведанных, понятных. Поэтому бьют... Слушайте, я вот буквально минут 20 назад назвал как минимум 10 крупных целей, уничтожение которых в течение 40 дней придет к миру. Ну, в условиях России.
Так, переходим к вашим вопросам. Начинаем с сообщества YouTube отсюда. Поехали. Здравствуйте, Василий из Одессы. Степан Геннадьевич, в прошлом эфире вы посоветовали найти и почитать мемуары немецких генералов, где они рассказывают о бесчеловечном отношении советских военачальников к русскому солдату. Кое-что нашел, почитал, и все равно верить не хочу. В то же время пришел к выводу, что именно украинская власть сегодня проявила беспрецедентную жестокость к своему народу. Доказательство тому бусификация и разросшиеся кладбища до горизонта. Вопрос. Вы живете в России, а у вас кладбища тоже уперлись в горизонт? С уважением, мира и добра. Нет, не уперлись. Значит, я вам сейчас назову потери, которые, ну, они принимаются пиндосами, скажем так. Пиндосская разведка более-менее как адекватные. Более того, есть такая замечательная нацпредовская и иногенская организация «Медуза». Они совместно с BBC, у них есть проект, где они с помощью, ну, теперь уже наверняка искусственного интеллекта, конечно, прочесывают вообще всю информацию о некрологах Мгм. в России. Значит, они на данный момент насчитали, то есть у них есть реальные списки имен погибших. По-моему, они насчитали что-то в районе 160 тысяч погибших за все годы войны. Значит, пиндосы исходят из несколько иной информации. По конец, то есть по конец апреля 26 года сейчас погибших что-то порядка, э, дай бог памяти, по-моему, 200 тысяч, так вот, 220 тысяч. Санитарные потери где-то 1 100 000 за вот все годы войны. Значит, нужно понимать еще, что порядка 3/4 раненых, ну, санитарные потери, это 200 300, что порядка 3/4 раненых возвращается в строй, потому что военная медицина оказалась у нас очень даже ничего. И эвакуация тоже, в отличие от Украины, очень даже ничего. Вот это вот цифры, которые более-менее оперируют, порядок цифр, которыми оперирует НАТО и пиндосская разведка. Значит, со стороны Украины все немножко грустнее. Значит, kill ratio, то есть отношение убитых двух сторон, держится в районе 7 устойчиво. На 7 украинцев приходится на убитого русского. Удивляться здесь нечему, потому что превосходство в артиллерии, в авиации, одни кабы только чувствуют. Украина еще проблема с тем, что отношение 300 к 200 в районе единиц. То есть военная медицина, во-первых, просто тупо не справляется с количеством раненых, а во-вторых, нет эвакуации с поля боя. Значит, если я не ошибаюсь, порядка 250 тысяч считаются пропавшими без вести в Украине. Ну, то есть убитыми, чтобы не платить деньги семьям. Известная практика. И порядка, по-моему, 450 тысяч дезертиров. Вот и оценивайте свои собственные потери, насколько вас хватит. Так что да, потери есть. На кладбищах флаги стоят. Но если вы посмотрите вот на эти цифры, ну, каждая человеческая жизнь, конечно, цена, но это не критические пока что потери. Ну и Но в основном, сегодня, конечно, потери кладбища, ну, сосредоточены, скажем так, в сельской местности и в малых городах и средних. ну, сегодня же сообщили вот эту интересную тоже статистику, но опять-таки, может быть вброс, может быть и ПСО, ЦЕПСО, как это правильно сказать, что 2,4 миллиона солдат потеряла Украина за 4 года. А, Это санитарные потери, это Это, не погибшие. это все вместе, да. Больше Да. 400 тысяч из них это за этот год. Это хакеры сломали, в общем, якобы. Ну, не знаю, но порядок цифр, вот если вы пересчитаете то, что я говорил, да, примерно такой. Но еще раз, это санитарные потери, это не убитые. То есть, наверное, где-то 1 200 000, 1 300 000 убитыми, да. Ну и, в общем-то, это к августу
в общем-то, 25 года 1,7 миллиона человек они пишут. Ну, может, преувеличивают, что перевалило за 2 миллиона. И Нет, вот, санитарные потери хорошо перевалили. Там где-то получается 2,5. Но еще раз, это не убитые. Убитыми в 2 раза меньше. так, следующий вопрос. Вопрос Степану. Понимаете, это что же все на самом деле оценивается? Есть оценки, оценивается очень просто. Площадь кладбищ, площадь Послушайте, военных ну захоронений. тут же тоже очень такой момент. Хорошо, а что это дает? Ничего. Ну вот, понимаете, в чем Это, дело? ну как вам, что это может дать? Это единственное, что вам может дать, скажем так, попытаться определить ну, такой стопроцентный конец войны время. Да? Просто смотрите на оценки мобилизационного потенциала. Конечно, никто не знает, сколько сейчас украинцев осталось в Украине, сколько выехало, а, каковы возможности мобилизации. Но судя по тому, как все гребут, пытаются грести, да, но он где-то близок уже к истощению. Соответственно, вы смотрите на средние потери, смотрите насколько сколько людей мобилизируют, и вы получаете вот цифру где-то в 30-35 тысяч убыли численного состава в месяц. Берете линию фронта, смотрите плотность. Ну, пехота, которая необходима для выполнения определенных задач в условиях войны дронов. Ну и примерно можете оценить время, когда на фронте случится то, что случилось под Харьковом в 23 году. Ну, когда у нас на весь участок фронта было, там, я не знаю, тысяч, может быть, 10 солдат максимум. Невозможно оборонять. Все, просто фронт сыпется. Ну, вот это единственное, что он дает. А так, это, знаете, огромные цифры погибших, убитых, к ним просто люди привыкают. Ну вот Это как вот я, кому-то сказать, ребята, в Палестине, например, геноцид. ну да, Ну, уже все к этому привыкли. все привыкли, да. Значит, Александр Леонов спрашивает. С 23 на 24 июня Рейнметал упал на 20% единомоментно, возможно, из-за отказа от производства 5 эсминцев. Или Европа поняла бесперспективность вооружаться конвенциональным оружием против России. Падение произошло после сходки Г-7 или переориентация производства на пушки, танки и снаряды. Как вы думаете? Спасибо. Понимаете, вы пытаетесь связать, на мой взгляд, несвязуемые вещи. По одной простой причине, что а, вы пытаетесь привязать реальную экономику к виртуальной экономике. Да? Вот весь этот фундаментальный анализ, который он говорит, что вот если вот у компании такие-то earnings, то есть прибыль, то вот она должна стоить столько. У меня всегда вопрос к этим всем горе-аналитикам и фундаментальщикам. Ребятки, а когда вы покупаете бумажку на рынке, акцию, вы что покупаете? Вы как Баффет покупаете финансовый поток компании? Нет. Вы просто покупаете мнение других инвесторов об этой компании. Если ваше мнение совпадает с мнением большинства, замечательно. Вы можете даже заработать какую-то денежку. Если нет, то вас вносит вперед ногами. Все элементарно. Не стоит связывать путать реальный сектор с виртуальным, коим являются финансовые рынки. А ими уже давно известно, даже JP Morgan, по-моему, в 2024 году разразился откровением, что бляха-муха. Да пошел фундаментальный анализ куда дальше. Единственное, что нужно анализировать, это агрегат М2, ликвидность. Она есть, растет все. Ее нет, падает все. Вот и все. А Мгм. если вы заметили, то сейчас рынки находятся в такой флюидно-турбулентной стадии. Они не знают, куда им идти. Либо колом вниз, либо оставаться на текущих уровнях. Ну, разумеется, там любая... Я вам еще один пример приведу, который, может быть, поставит у вас все на место. Вы знаете, новостной фон, новостные потоки правят рынками. Да? Вы никогда не слышали такие выражения, тоже очень часто употребляемые, что рынки, когда рынок растет, рынки не обращают внимания на плохие новости. Либо, когда рынок падает, рынки не обращают внимания на хорошие новости. Все с точностью до наоборот.
Предыдущее движение рынка определяет ваше восприятие новостей. Все ставит у вас в голове, простите за тавтологию с ног на голову, но так работают рынки. Вопрос. Возможно, Израиль работает на Россию, затягивая конфликт с Ираном? Такой себе Нетаньяху, агент ФСБ? Агент Хаббада, агент Хаббад Кремля, да, надо не. Ну, поскольку он из Белоруссии, кто там, Милейковский, вполне возможно, что еще у родителей вербанули. Еще в белорусском гетто вербанули, да, и он пытается всячески поддерживать высокие цены на нефть. Черт, это интересная теория. Очень интересно. Так, конечно. Так, вопрос Димури. Как он считает, если уйдет бабка из Кремля, то придет ли дед? Или придет дед и Нет, будет вместе с бабкой и всей нет, конторой репку нет, тянуть? А бабка за деткой, жучка за бабкой и так нет. далее. Сергей. Очень, причина очень простая. Просто наберите в интернете Ибн Халдун Ас-Саби. Если вы смотрите на Иран, ну, там молодая Ас-Сабия. То есть, они вот 30 лет жили в тяжелых условиях, тяжелое у них было время, даже 30-40, считайте, 40 лет после исламской революции. Ну, тяжелые времена порождают сильных людей, и у них вот Ас-Саби, вот этот моджо, вот этот драйв, он сейчас на пике практически. Плюс еще им сильно помогли их враги, скажем так, убрав престаревших, забронзовевших и таких уже расслабленных и мудрых. На место им пришли не менее мудрые, но молодые и резкие. А если вы посмотрите на Европу, посмотрите на США, посмотрите на Россию, то все эти ассабии, их уже опарыши кушают. Поэтому в такой системе то, что мы сейчас наблюдаем в России, это остатки совка умирают, все. Потому что 30 лет какой-то непонятной демократии – это совок. На самом деле. Все осталось. Сейчас у нас эрзац совок. Умирают остатки вот особей. Соответственно, откуда в такой системе может взяться какой-то, скажем так, группа молодых лидеров? Им неоткуда взяться, потому что такие люди, они еще на, скажем так, среднем уровне отторгаются системы. То же самое на Западе, если вы посмотрите. Поэтому нет. Это нереально. Мгм. Так, следующий Но вопрос. советую почитать Ибн Халдуна, там так очень доступно, понятно, причем даже с примерами, с конкретными, которые вы можете экстраполировать на сегодняшний день. Изложено все. Как вот образуются новые движения, как к власти приходят новые кланы, как они стареют, как они увядают, как они разлагаются, им на смену приходят другие. Вопрос. Президент Турции Эрдоган намедни заявил, Израиль превратился в организацию массовых убийц, которая сделала терроризм, оккупацию и агрессию своей государственной политикой. Если эти ребята всего лишь шныри и менеджеры, почему вся планета это терпит? Ну, Эрдоган задается этим вопросом уже, по-моему, года два. Ну, все, перестало терпеть. Эрдоган, проснись, пора. Перестала терпеть. Просто задумайтесь над элементарным фактом. Какие-то непонятные, как нам говорят, братва в сандалетах и в этих полотенцах, обмотанные полотенцами, спокойно разнесла все американские военные базы на Ближнем Востоке. Спокойно вообще обнаглела до того, что сказала еврейцам вот сюда не ходить, этого не делать. Они не послушались, им вломили. Вообще, это какое было. Да история не знает таких примеров. Поэтому началось. Владимир, среди церковных святых отцов есть место и убийцам, и насильникам, но нет ни одного хасида, хабадника, и это в Украине, и это в России. Быть может, Бог Израиля, Яхва, соблаговолит, и у нас наконец-то появятся святые Уитков и Кушнер, и Гринблюм. Ведь ясно же сказано, блаженные миротворцы, ибо их нарекут сынами Бога Израиля. Разве не ради миротворчества вояжируют эти птенцы Трампа?
Ну, они выезжируют для того, чтобы набивать семейные карманы, да. Тупо выбивать бабло из пустынных папуасов. За доступ к телу там берут не жалкие 20 лимонов долларов, а миллиардами. Так что у них другие задачи. Вот я бы вот к цицированию таких вещей относился бы очень осторожно, потому что каждый раз, когда вы открываете и цитируете, вы должны знать и понимать. Это все было написано не так давно одним из орденов Ватикана, обществом Христа, иезуитами. Они знали в толк в людской психологии. Так, добрый вечер. Степан Геннадьевич, по моему мнению, России ничего не стоит спровоцировать гражданские войны на территории государств ЕС. Почва есть, полно безработных мигрантов, благодаря Китаю и высоким тарифам проведена деиндустриализация Европы, экономика вот-вот рухнет, режут субсидии, соцпрограммы, режут доходы госслужащих, нужно лишь оставить европейцев без газа и нашей нефти на месяц, и также сделали, и также стали и прочего сырья. Глядишь, и начнется грызня, ведь без тепла, света, топлива массы хлынут на улицы. Заодно и война закончится. Почему кремлевские не спускают курок? Они чьей-то отмашки ждут? Я вас отсылаю еще раз к трудам товарища Бжезинского по поводу элит. Вы все поймете, там все написано давно. Видите, какая разное восприятие. Вот следующий там вопрос, он звучит как вот таким образом. Вы говорили, что данная движуха в Украине затевалась для подрыва экономики Евросоюза, но почему Да, до сих пор одним, да. не в кризисе, когда он уже упадет, этот Евросоюз? Кто значит Евросоюз не в кризисе? Пардон. Посмотрите на индекс промышленного производства, посмотрите на количество увольнений, на уровень безработицы, на инфляцию, на бюджеты правительств. Британия с Францией уже банкрот. Всему свое время. Оно пришло. Вы считаете, прям пришло? Ну, если у вас Британия и Франция банкроты, и если уже открыто канцлер Германии говорит о том, что что-то наши пенсионеры мало зажрались тут, надо бы и пенсию уменьшать, и пенсионный возраст поднимать. Если вы посмотрите на, как выросла стоимость жизни в Европе, в той же Германии, ну, уже пришло. Так, значит, следующий вопрос. Как вы думаете, что бы сделал Сталин, если бы во время войны ему кто-то из окружения предложил бы поставлять Германии топливо, ресурсы, металл и прочее сырье через посредничество, как сейчас получает наши ресурсы Украина? Почему это воспринимается нормой сейчас у нас, и все об этом молчат? Если не ошибаюсь, то последние поставки металла и металлопродукции из Германии в Советский Союз пришли чуть ли не в октябре 1941 года. Выполняли контракт. И также шли поставки определенных видов оборудования и полезных ископаемых в Германию, пока контракты не были выполнены. Так что этому товарищ Сталин был улыбнулся. Так, Степан, Конгресс проголосовал за стоп войне. Как же быть? Полагаете, после чемпионата мира Нетаньяху вновь втянет США в провокации во вторую фазу? Что вы скажете теперь? Какое-то государство или система должны исчезнуть навсегда? Спасибо, всем добра. Но нам, как президент, может наложить вето. И тогда Конгрессу придется собирать больше 2/3 голосов, чтобы, если я не ошибаюсь, чтобы преодолеть это вето. Что весьма маловероятно. Поэтому это новость, по большому счету, ни о чем и несет исключительно такой, знаете ли, внутренний политический контекст. Потому что, согласно последним опросам, чуть ли не 70% американских избирателей против войны в Иране. И уровень одобрения войны в Иране, он даже опустился ниже уровня одобрения войны, отрицательного значения, во Вьетнаме. Поэтому любые попытки, скажем так, преодолеть
наложить вето со стороны Трампа, ну, это такая серьезная заявка на жестокую анальную пенетрацию со стороны избирателя. Но, с другой стороны, у Трампа по закону есть, я не помню, какой там временной интервал, в течение которого он обязан либо наложить вето, либо подписать закон. Это надо спросить у ИИ или просто у Гугла. Просто когда-то знал, потом забыл, не держу, если вернулся в башке. Ну вот, это первое. Второе, ну, я всегда говорил, когда только все начиналось 1,5 года назад на Ближнем Востоке, что Израилю очень сильно повезет, если он останется в виде гетто в границах до 1967 года. Что-то мне начинает сдаваться, что как-то они это не понимают, и им может сильно не повезти. Мгм. Алексей задает вопрос. Тема заезжая, но тем не менее. Зеленский ждет сейчас 6,6 миллиарда долларов с доходов от российских замороженных активов. Выходит, что российские деньги оплачивают войну против Мгм. России. Так почему на Мгм. момент начала СВО 300 ярдов золотовалютных резервов страны лежали на загрансчетах, и эти средства не были выведены в безопасные активы? Как всегда, кто виноват и что с этим делать? С уважением. Виноватых нет и быть не может по определению. Насчет 300 ярдов, ну, не хотел бы тему трогать, потому что, как выяснилось, значительная часть это оказались деньгами юриков и физиков. Вот. А изначально Евросоюз заявил, что они смогли найти только 27 ярдов ЗВР. Так что тема мутная. То есть их могло там и И не быть? черт его знает. Ну и, насколько я понимаю, Зитек и Шнырек, они обсуждали как раз вот, как бы эти вот 300 ярдов условные оформить в фонд помощи Украины, восстановлению Украины и ими управлять вместе с Дмитриевым. Ну, опять я могу ошибаться, знаете, может быть, вот у больного воображения, как обычно. Виталий спрашивает, почему Запад смог организовать агрессивное меньшинство, а Россия не может скооперировать разрозненное большинство? Ведь есть и оппозиционные блогеры, и тысячи людей, которые не сильно любят ТЦК и Зеленского. Им всем нужно всего лишь объединиться и в одно время выйти на мирный протест с коктейлями, как в 2014 году. Эта картина взорвет Запад сильнее, чем кадры ракетной атаки по Киеву. Потому что, чтобы выполнять такие вещи, должна быть школа элементарной, скажем, мягкой силы, агрессивной внешней политики. Должны быть кадры. Их нет. Деньги, я еще раз повторюсь, что и на первую русскую весну, за вторую русскую весну выделялись десятки миллиардов долларов, которые не доходили почему-то в основном в своей массе до адреса. Это все. Самое неприятное, что никто никакой ответственности так и не понес. За редким исключением каких-то стрелочников. Добрый вечер. Вопрос такой. По прогнозам, к 1935 году в Китае количество пенсионеров будет 30%, и дальше будет рост по экспоненте. Можно услышать предположение Димуры про экономику Китая в общих чертах лет так на 10-20? Михаил. Я думаю, что пенсионеры это будет наименьшая из проблем китайской экономики на этом временном интервале. Проблема Китая будет сам Китай, а именно его экономика. Потому что они сейчас завоевывают мир, они уже завоевали, доминируют в мире, используя меркантилизм. В каком смысле? Американцы доминируют, используя. А раньше американцы использовали меркантилизм, а именно силу и эффективность своей экономики, соответственно, конкурентоспособность продукции физической. Теперь они, ну, это всегда приводит к тому, что у вас образуется мощный рынок капитала. Соответственно, этот рынок капитала превратился в Америке в финансовое доминирование в мире. Китай сейчас проходит тот путь Америки и очень быстро. Они просто убивают производство в Штатах, в Европе. Соответственно, через какое-то время, сейчас еще будет кризис замечательный, что сделают китайцы? Ну, они будут действовать очень просто, что хорошо, рынок сжался в 2 раза, мы сейчас с этого рынка выдавим
всех конкурентов, поэтому наши, скажем так, объемы продаж не изменится. Замечательно, прекрасно. Вот вы убили всю экономику своих конкурентов. Да, и на что теперь эти конкуренты, эти страны будут покупать ваши товары? Поэтому стареющее население – это наименьшая из их проблем в ближайшие десятилетия. Так, вот такой вот вопрос. Россия называет Зеленского недоговороспособным, Петр пишет. А как же тогда фундаментальная договоренность о безопасности элит, в кавычках? Разве с Зеленским не соблюдается эта договоренность? Ну, смотрите, судя по всему, существовали какие-то определенные договоренности по поводу ударов в духе Анкориджа, в соответствии с модальностью Анкориджа, что воздерживаться от ударов по определенным объектам критической инфраструктуры. В результате Зеленский их нарушил. Да. Запад сказал, все свободны, можно действовать. Элит, ну, есть, конечно, какие-то договоренности. И потом, что значит не соблюдает? Если он не будет соблюдать определенных жизненно важных договоренностей для элит, то, соответственно, эти договоренности не будут соблюдаться и в его отношении. Ведь тот же, по-моему, Беннет, да, он же в самом начале конфликта заявил, что вот он, когда встречался с Путиным, Путин сказал, что он не собирается уничтожать Зеленского и дал ему личные гарантии. Ну, бывший премьер-министр Израиля, который сейчас надеется вновь стать премьер-министром после выборов. Так, переходим к чату трансляции. Отсюда еще несколько вопросов. Значит, Светлана, в общем. Вопрос. Как вы считаете, сможет ли Россия завоевать Донбасс полностью военным путем? Да, я думаю, что до конца года легко. До конца этого года. Да, да. Вопрос. Сейчас бочка нефти стоит 5700, цена примерно 5 была до иранской авантюры. Значит ли это, что цены на нефть в принципе уперлись в подвал и имеется хороший потенциал на реверс, на рост? Да, да. Примите во внимание, что сейчас, согласно последнему отчету CFTC, это код на рынке нефти рекордный за всю историю наблюдения, это, по-моему, лет 40. Короткие позиции. А на таких позициях, на таком сентименте не падает, а только растут. Тут вас поправляют тоже, что немножко ошибся Тимур, а это из Германии в СССР в 41-м пришли и контракты выполняли. Вот так вот вроде как было. Ну, Ну, советский контракт тоже выполнялись, поэтому я не ошибся. Василий спрашивает, Читался документы с... Василий спрашивает, Палестина будет признана мировым сообществом после геноцида со стороны Израиля? Да, И прям это будет государство палестинское такое будет? государство, да, да. А, Причем в Палестине отойдут все земли, которые были аннексированы после 1967 года. Так а что от Может и Израиля больше. Может останется? и больше. Не мои проблемы. Мгм. Вопрос. При кризисе будут расти старшие валюты доллар и золото. А почему Да. не юань? У юаня есть конвертация в золото, мировая торговля через него, Китай новый гегемон, а тут еще у Потому США что, пупок рвется. потому что юань не старшая валюта. И по сравнению с долларом, с объемом кредитования в долларах и в основном кредитование в долларах пока что юань так. Мелкая сошка, какой-то непонятный игрок. Это не старшая валюта. Нет. Она и стоит, но позже. Мгм. Так. Италия передала СССР линкоры в конце 41 года. Ну, в общем, понятно, тут все блещут фактажом вот из тех, скажем так, контрактов. Спасибо, друзья. Почему Россия сейчас не бьет по энергетике Украины, по портам Рени, Ко мне Измаил и вопрос Причевск? кремлевский. Ну, потому что это было, наверное, согласно модальности Анкоридж. Вопрос. Какие потери понесет Европейский Союз в случае капитуляции Украины? Никаких. Кроме репутационных и политических.
Потери понесет не Евросоюз, а евробюрократия. Евросоюз просто не станет, как НАТО. Что будет на самом деле великим благом для Европы, на мой взгляд. Вопрос. После освобождения Донбасса России боевые действия закончатся? Ну, видимо, человек из России пишет. Может, тогда сразу лупить тактическим спецоружием? Ну, слушайте, я не знаю, закончится или нет. Я думаю, что нет. Хочется надеяться, что нет. Потому что если они закончатся, то, еще раз, Украина останется вполне себе боеспособной единицей, вполне себе боеспособным ЧВК. Соответственно, война-то прекратится на 2-3 года, потом начнется снова. А если уж фигачить там ядреным зарядом тактическим, то это по туннелям железнодорожным и автомобильным. И все, закрыть их раз навсегда. И вы спасете, кстати, тоже можно будет нанести не особо большой урон окружающей среде, практически никакого. Как бы Степан Геннадьевич посоветовал обучаться чему-то новому, чтобы наиболее эффективно использовать свое серое вещество? Какой хороший вопрос. С широко открытыми глазами. Авторитетов нет. Вы тут первопроходец. И не бояться показаться дураком, самое главное. Так, ну, дураком, знаете, на всякого дурака, собственно. Нет, да, на самом деле сильно останавливает людей. Ну как же, есть же такие авторитеты, они что-то сказали. Кого? Да, поняли, наверное. Вот Евгений просит личный, ну, как, по своей ситуации прогноз. Кстати, очень интересно. Значит, добрый день. У меня вопрос. В Украине я был юристом. Сейчас в Германии. Живу уже 4 года. Сделал аусбилдунг. Работаю на железной дороге. Стоит ли мне после войны возвращаться в Украину? Ваш прогноз. Спасибо большое. Я не знаю, как закончится и чем закончится война. Если она, грубо говоря, закончится в согласии с 28 пунктами Дмитриева и Виткофа, то, наверное, нет. То, что война потом снова возобновится через какое-то достаточно короткое время, там 2-3 года. Если же, скажем, она закончится тем, что Одесса, Николаев, Харьков, все остальное вернется в родную Гомень, Гавань, то Украина перестанет быть кому-либо интересна, в принципе. России, потому что она больше ничем не может угрожать. Европе, потому что она не может угрожать России. Соответственно, мир будет практически вечным. Мгм. Так. О, США больше не хотят быть нейтральным посредником в переговорах России и Украины, заявил Макрон. По словам президента Франции, Вашингтон впервые принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины. Также Трамп теперь выступает за наращивание помощи Киеву и усиление санкций против России. Представляете, что сообщил? Да, вот не зря мы помянули минуту молчания Духан Коридж. Причем поражает еще другое, что вот помните, была такая истерия тоже шизоидная, душевно больных и слабоумных, называлась «Трамп наш один». Чем она завершилась? Она завершилась тогда поставками огромного количества оружия наступательного в Украине. Трамп наш два один в один идет с самого начала его до своего логического завершения. Поразительно. Мгм, поразительно. Так, что у нас здесь еще? А самое удивительное, что хоть без смирительных. Как это у Высоцкого, да. Так, значит, какие у Димуры прогнозы по ситуации в Крыму до конца Как-то года? западные шакалы почувствовали кровь раненого медведя. О, Какие у Димуры такая, знаете прогнозы ли, по... Прохановщинка из меня поперлась немного Дугинщинкой. О. Да, блокада возможно Крыма, спрашивает пользователь. Ваш прогноз до конца года по Крыму? Блокада как? Они осуществляют беспилотниками, да. Но Крымский мост пока стоит. Дай бог, что там не было никаких
Даже средней силы землетрясений, тьфу-тьфу-тьфу, иначе вместе с глиной сползет. А, Остальное сухопутный переход пытается контролировать, ну, сухопутный путь пытается контролировать, знаете, беспилотниками. У нас сейчас начали дело отбивать, но тем не менее угроза остается. Мы мосты не вынести не можем, но украинцы спокойно выносят мосты в Крым. Можно ли это назвать блокадой? Ну, я бы сказал, наверное, полублокада. Скажем так, усложнение логистики. Вот. Это не блокада, это усложнение логистики. Могут ли украинцы сделать, скажем так, сделать это еще более серьезным усложнением? Черт его знает. Здесь я так глубоко в тему не вникал. Ну, они это могут сделать только, я думаю, за счет увеличения количества пуска дронов. Но для этого нужны дронщики, да, операторы. Соответственно, их будут снимать с других частей фронта, потому что это будет очередная мегапотужная перемога и тому подобное. Ну, скажем так, множество опасностей и неудобств жителям Крыма доставить они смогут, я думаю. Вряд ли они смогут положить Крымский мост, но доставить неудобства и опасности могут. Мгм. Вопрос. Правда, что Украина выпустила по России 39 тысяч беспилотников с начала 26 года? Ой, слушайте, вот не видел я, не знаю. Все, что я могу сказать, вот то, что я видел, но это было, правда, где-то, наверное, недели 3 назад. Что-то там было за 20 тысяч. Мгм. Ну, сюда входит вообще все. То есть изделий, 20 тысяч изделий выпустили. Но если я не ошибаюсь, Евросоюз до конца года они собираются, по-моему, поставить то ли 25, то ли 50 тысяч еще дальнобойных как раз беспилотников. На Фламинго можно спокойно забыть, по большому счету, потому что там движков, наверное, штук 100 осталось. Старых советских, которые ремонтируют в Чехии. Ну, могут новые движки ставить, по идее. Но вся ценность этой ракеты была в том, что она есть и она дешевая. Вот такой вопрос. Тоже, кстати, интересно, да? Ну, там как материально будут выражаться слова Трампа о том, что славян гасят с двух сторон. А почему Путин честный и никого не надувает? Ой, съесть бы он съел, да кто же ему даст, да? Я много раз говорю, что ситуация такая, что наперстники сели за покерный стол с профессионалами. Вот все. Ну, а вы сами решите, кто есть кто. Кто Да, профессионал, кто наперсточник. Вот да. таким языком Эзопа. Зопу. Да. Но не в Степан, попу. Степан Геннадьевич, а то, знаете, у нас тут ведьмы расходились по интервью разные. Рассказывают, как они министров там стропонили за деньги. Понимаете? Да, да, да. За деньги. Понимаете? А там же еще и звонил кто-то с самого-самого, под чужим аккаунтом. Ух ты, ё-моё. Да, 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 да. А мне двойной пенетрацию, пожалуйста. Просили сверху. И шепоток на удачу. Степан Димура был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, всем добра и света, несмотря ни на что.